Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я хочу вам показать аппликацию «Звездочка». Эта аппликация «Звездочка» подходит пинеткам кедн. У меня уже связаны пинетки кеды, но я еще не сделала аппликацию. Я всегда беру 3 основных цвета. На белом фоне беру 2 основных цвета. В данном случае это темно-серый и светло-бордовый. Вы уже можете сами ориентироваться. Сделаете вы кант бордовым цветом, а звездочку черным или наоборот. Я выполнила вот такой вариант. Здесь у меня кант красный, а звезда черная. Я буду делать как раз для вот этих пинеток, так как у меня еще не подготовлена аппликация. Основной тон будет белый, небольшой клубок, игла, нитки серого цвета и очень мало красного цвета. Нам понадобятся ножницы, крючок номер 2 и еще маленький крючок для того, чтобы спрятать хвостики. Есть еще множество вариантов для аппликаций, которые можно использовать. Как основу вы свяжете круг, можно внутри украсить так, как украсила я, или можно сделать просто кружочки. Можно сделать солнышками разводы. Это все зависит от вашей фантазии. Но сегодня я вам покажу, как я буду делать вот такую звезду. Итак, приступим. Аппликация состоит всего из 2 рядов. Самый первый ряд, я не считаю, это кольцо амигуруми. Здесь я набираю на кольцо 10 петель. 1, 2, 9, 10. Немного подтягиваю. Можно оставить пока так, но впоследствии надо подтянуть очень хорошо. Самую первую петлю делаем соединительной петлей. Это у нас считается как самый первый ряд. И второй ряд. В каждую петлю провязываем столбик с накидом. У нас в конечном результате должно быть 20 петель. Два. Я буду считать парами. 3. 8. 'Надо посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 и вот 10. Проверим еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пар. Все очень хорошо. Здорово. Подтягиваю кольцо до самого максимума. Затягиваю плотно. Разворачиваю изделие на изнаночную сторону и в первую петлю, в самую первую петлю протягиваю нашу петлю. Вот так. Вытягиваю и отрезаю. Больше вязать я не буду. Я буду только шить. Так как у меня получилась полупетля, мне нужно оформить полную петлю. В середину петли вставляю крючок и вытягиваю нить. Теперь у меня получилась полноценная петля. Чтобы она не распускалась, я возьму крючок меньшего размера и немного закреплю. Так уж сильно не надо закреплять и не нужно затягивать. Надо, чтобы все петли выглядели одинаковыми. Вот такой кружок у меня получился. Нитку в середине я тоже только слегка закреплю, потому что потом эта аппликация будет подклеиваться или подшиваться. Эта нить, она нам больше не понадобится. И аппликация как таковая в работе и в носке принимать участие не будет. Теперь я удаляю все эти хвостики, они нам больше не нужны, и буду шить. Вот такая аппликация у меня получилась. Так как я сказала, что я буду делать аппликацию на эти
пинетки кеды у меня два цвета. На белом фоне я буду оформлять или звездочку красным, или звездочку черным, или наоборот. Я сделаю красный кант и черную звездочку. Я буду делать, чтобы вот эти стежки были на лицевой стороне. Значит, по лицевой стороне я буду вязать соединительными петлями. На изнаночной стороне ввожу крючок и начинаю, не затягивая, соединительными петлями вязать по кругу. Вот так красиво у меня получается. Изготовление такой аппликации не требует много времени. Красный кант я уже провела. Я стараюсь, чтобы петля последняя была полноценная. Вот я ее также вывожу в середину петли. Хвостик, который у меня был снаружи, я его тоже заправлю вовнутрь. Вот так у меня получилось. Теперь я буду шить иглой. Все ненужное я убираю. Я подготовила нить и буду вводить вот в эти петли, которые я вывязывала из одной петли 2. Их очень хорошо видно, эти петли, и образовывается буква фау. Вот эту букву фау я и буду вводить в середину. Сначала я ввожу крючок в центр. Узелок я делать не буду, а просто придерживаю пальцами. И теперь, как я сказала, я буду вводить в букву фау. Вот в серединку. При вязании не нужно затягивать. Нужно делать свободненько. Вывела и опять ввожу крючок в серединку. 1, 2, 3, 4. В четвертую ввожу иглу. Плотно не затягиваю. Теперь я буду выводить снутри, как это я сейчас сделала. 1, 2, 3, 4. Вот здесь. И опять в середину. Один, два, три, 4. Каждую четвертую. Шитье не надо затягивать. 1, 2, 3, 4. Вот таким образом. Вот у меня начальная стадия звезды. Теперь я ее буду оформлять дальше. Вот оставшееся посередине у нас должно быть обязательно посередине по одной точке. Так как мы набирали 10 петель, на 5 частей мы разделили, у нас остаются вот эти промежуточные петли. Вывожу иглу. Ввожу как раз вот в эту серединку петли, то и прошиваю в самую вершинку. С другой стороны точно так же. Все это повторяется, так как все это одинаковое. 5 вершин. Можно помогать рукой, чтобы почувствовать, чтобы не затягивать нить. Должно быть очень свободно. Но чтобы оно не висело и в то же время смотрелось очень оригинально. Аккуратненько, не торопясь, оформляем звезду. Вот такая звездочка у меня получилась. Если вы будете шить толстой иглой, то, возможно, вот эти ребра закроют центральную часть звезды. И будет нет необходимости делать еще одни ребрышки. Ввожу иглу в самый центр и начинаю поперечные доли теперь украшать, не затягивая. Если нитка у вас более-менее толстая, то середину не надо сильно затягивать, чтобы у вас свободно входила игла, так как вам придется, не знаю, 10-15 раз, 12 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз вот войти в серединку. Так, вот теперь подтягиваю более-менее. Вот такая звездочка у меня получилась. С изнаночной стороны она будет вот такая. Закрепляю и отрезаю. Аппликация звездочка готова. Вот так она будет выглядеть на изделии. Я желаю вам всего хорошего. Оставайтесь здоровыми, легких вам петелек и великолепной пряжи. До свидания.